Добрый вечер. Канал Masters of Body снова вас приветствует. Здравствуйте. Добрый вечер. И тема сегодняшнего выпуска – продолжение адаптационного периода, часть 2. Продолжаем совершенствовать тело новичка, который только пришел в зал. Поехали! Тренируя несколько раз в неделю большие мышечные массивы, грудь, плечи, спину и ноги, надеемся, у вас появился начальный мышечный тонус, и организм достиг хотя бы минимальной работоспособности. Можно переходить ко второй стадии адаптации, а за основу мы возьмем, как и в самом начале, тренировку больших мышечных групп, но слегка дополним вспомогательными упражнениями и разделим на 2 тренировочных цикла. Первый цикл начнем с гиперэкстензии. Стремимся довести выполнение с весом 10 кг. Это сделает безопасным выполнение более сложных упражнений в дальнейшем. Если вес 10 кг вы освоили, будем переходить к упражнениям. Тяги с гантелями, тяги с гирями и к прочим свободным весам. Учимся делать тягу с весами. Это могут быть блины, это могут быть гантели, это могут быть гири. В отличие от штанги, с такими снарядами легче контролировать осанку. Как видим, наша модель Виктория раскрывает плечи, также закачивая и укрепляя грудной отдел позвоночника. Каждая рука, каждая часть тела получает независимую нагрузку. Вторым упражнением можно взять подъем гантелей через стороны вверх. Прорабатывать сразу и передний, и средний пучок дельтовидных мышц. Благодаря большой амплитуде хорошо контролируется дыхание. Если состояние ваше позволяет и вы не сильно устаете, можно дополнить парой упражнений в тренажерах, которые мы сейчас вам покажем параллельно. Следующее упражнение – вертикальные и горизонтальные тяги. Отлично подходят для любого новичка. Поясница и плечи уже разогреты, так что по 3 подхода, по 12-15 повторений зайдут как мужчинам, так и женщинам. Дадут необходимый эффект и хороший результат. Главное – безопасный. После всего выполненного бицепс очень устал, и ему осталось совсем чуть-чуть. Подъем гантелей на бицепс. Это упражнение можно делать стоя, можно делать сидя, можно делать попеременно. Каждая рука получает свою нагрузку независимо от другой. Более сильная, а у каждого человека есть такая рука, не берет на себя компенсацию за более слабую. И если диспропорция и была, то благодаря работе с гантелями мы ее не увеличиваем, а наоборот минимизируем. Таким образом, подготавливая организм в дальнейшем к работе со штангой. А дополнить работу с гантелями на бицепс в суперсете замечательно будет упражнением пулловер. Это и растяжка, и восстановление дыхания, и просто большинству людей очень приятное упражнение. И начинаем осваивать более сложные упражнения на пресс. Это работа на скамье. Надеемся, вы к нему уже подготовились. Как мы показывали в первой тренировочной программе, делали более простой подъем ног в висе. Работа на скамейке с корпусом сложнее, но, как видим,
наша модель Виктория показывает, что это реально. Нагрузка на пресс получается очень-очень существенной. Второй цикл, то есть вторую часть нашей адаптационной тренировки, мы построим на проработке грудных мышц, мышц ног, трицепсов и также, возможно, слегка зацепим пресс. Как и другую часть нашей тренировки, после проведенной кардиоразминки мы начинаем разминку динамическую. А для динамической разминки используем тренажеры. В данный момент с помощью тренажера разгибателя мы разогреваем коленный сустав и четырехглавую мышцу бедра. Растягиваем и разминаем двуглавую мышцу бедра. Веса используем минимальные, 15-20 повторений, спокойное ровное дыхание, очень медленный темп. И, конечно же, разминаем голеностоп. Особенно это важно для девушек, которые любят носить обувь на высоком каблуке и очень часто, подворачивая ноги, получают микроразрывы в области голеностопа. Хорошо развитый голеностоп и слегка икроножные мышцы помогут вам в дальнейшем избежать этих травм. Также 15-20 повторений собственным весом. Далее. Продолжаем совершенствовать приседания. За весом не гонимся. Делаем 15-20 повторений. Если техника уверенная, можно дополнять разведением ног, сидя, либо же сгибанием ног, лежа в суперсете. Научившись отжиматься от перекладины в предыдущей серии тренировок, пробуем освоить жим гантелей лежа. Это и безопасно, вас не придавит штангой. Хорошая амплитуда большая для развития грудных мышц, дельтовидных мышц и трицепсов. Опять же, каждая сторона тела работает независимо друг от друга. Максимально задействуют стабилизаторы. Если получается уверенно, в суперсете можно дополнить упражнения для ног, например, сведением ног сидя, что подойдет девчонкам, или же разгибанием ног сидя, если кому-то недостаточно нагрузок на четырехглавую мышцу бедра. Выполняем 4-5 подходов по 12-15 повторений. Далее прорабатываем подуставший предварительно трицепс и осваиваем упражнение обратное отжимание. Упражнение непростое, но очень эффективное. Здесь работает как трицепс, так и грудные мышцы и передний пучок дельтовидных мышц, тем самым обеспечивая и приличную потерю калорий также, что немаловажно для людей, которые борются с весом. Количество в этом упражнении будет не главным, главное освоить правильную технику. Возможно, много повторений не получится, поэтому можно делать и по 5, и по 7, по 8 повторений. Если их получается действительно немного, сделаем 4-5 подходов. И дополняем обратное отжимание хорошим упражнением подъем ног в висе. И пресс дополнительно проработаем, и позвоночник разгрузим после предварительных осевых нагрузок, которые мы дали приседаниями. Каждую из показанных нами тренировок можно пройти по 3-4 раза. Хорошо выучить, запомнить, улучшить. А вот следующий шаг мы настоятельно рекомендуем согласовать со специалистом. И вот почему. Вы новичок и не всегда правильно и адекватно оцениваете свои возможности и кондиции. Неправильная оценка ваших возможностей может привести к некорректной постановке дальнейших целей.
Поставив неправильно цели, будут выбраны неправильные средства и методы. А в итоге разочарование, демотивация и травмы. Надеемся, эти тренировки будут вам полезны. Вы подчеркнули для себя нужную и полезную информацию. Если возникнут вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что информация для вас полезная. Надеемся снова увидеть вас. Пишите, ставьте лайки, задавайте вопросы. Константин. Андрей Шарапов, Дмитрий Журавель, Виктория. И не забывайте ставить колокольчик. И большое спасибо клубу «Оранж».